Дисклеймер. Уберите от экранов особо впечатлительных личностей и людей с неустойчивой психикой. Эпик Файтинг — это дичайшая смесь абсолютного трэша, угара и безумия. Данное шоу не рекомендуется к просмотру вообще никому. Мы повторяем, не рекомендуется вообще никому. Стартуем! Величайшие воительницы человечества. Легенды боевых единоборств. Десятки лет жесточайших тренировок. Сотни смертельных сражений. И все это ради легендарного боя в Epic Fighting Championship. Хакасская волчица, основательница школы «Синий кулак» Иришка Чики-Пики против укротительницы змей и легенды портера Елены Берковой. Живой из клетки уйдет только одна. Здорово всем смотрящим! Здорово все ребятки! Я приветствую всех жителей планеты Земля! Сегодня здесь состоится межгалактическое событие тысячелетия! Именно сегодня наступит эпоха великих мастеров! Рукоплещите! Ведь сегодня пройдет первый турнир Epic Fighting Championship! Бра! Сегодня вас ждут бои заклятых врагов, зарубы 2 на 2, битва мини-халка против пьяного мастера. А в главном бою вечера, в реванше которого с нетерпением ждали миллионы фанатов, встретятся легенды единоборств Кирилл Руки-Базуки Терешин и, конечно же, хакасский тигр Олег Монгол! Ну а перед тем, ребятки, как мы начнем это главное событие прямо здесь, хотелось бы вас попросить обязательно прямо сейчас поставить лайк, сделать подписочку, оставить комментарий под видео, ну и, естественно, колокольчик, ёпта! Главный комментатор Epic Fighting Championship, изо рта которого доносится величие Рамазан Алибекович Рабаданов! Рабазан Рабаданов. Мастер слова. Когда маэстро работает, сверху за ним с наслаждением наблюдают Бродский, Ожегов и Фет. А Беркову я сегодня расхуярю. Да, вот реально пиздец. А в самом начале выпуска мы хотим поблагодарить нашего легендарного спонсора. Титульный партнер Epic Fighting Championship — компания Alimbet. Все спортивные события мира, высокие коэффициенты на сайте и в лучшем мобильном приложении от нашего надежного партнера. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии
Регистрируйся, активируй промокод EPIC и получай бонус 2000 рублей. 1500 рублей при регистрации, плюс 500 рублей при первом депозите от 1000 рублей. Так, ну чё, ребятки, вот он, собственно, моментик истины, и мы с вами переходим к нашей первой паре. Дмитрий Russian Тайсон Овсянников. Парень, который никогда не пропускает удары в голову, но каждую пятницу неплохо пропускает по печени. Ха! Пока Рокки Бальбоа тренировал реакцию и ловил курицу, Тайсон ловил белочку. Опа! Ха, встречайте! Я Дмитрий Александрович Овсянников, простой человек из рабочего района. С простой семьи рабочих, несмотря ни на что, успешно в свои 47 лет продолжал заниматься боксом, являясь мастером спорта СССР. Жизнь распорядилась так, что меня в 40 лет подставили в Литве, за что дали полгода тюрьмы. После этого, когда я вышел, я снова возобновил свою боксерскую карьеру. Ну, помимо занятия спортом, я и работал. Работал на разных предприятиях, и слесарем, и мусорщиком, и дворником. Но после этого все время приходил в спортзалы, либо на улице, если не успевал, так сказать, в спортзал. Вот посмотрите, хорошо. Вы думаете, я пройду мимо? Никогда в жизни. Вот что это? Вот почему вот это вот, да? Вот это вот, да? Нельзя взять вот так просто, да? И положить туда. Западло мне не западло. Ну вот это слово, да? Почему? Вот поэтому и бардак везде. Ну это же просто делается. Раз и все. И вот чистота. Ну так это ведь 10 секунд, люди. О, еще вот, пожалуйста. Не, хороший напиток, но почему вот сюда не положить? Все. Хочу бороться. Отче наш, ниже на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое. Дмитрий Russian Тайсон Овсянников! А теперь, дорогие друзья, хотим познакомить вас с нашим красавчиком, с нашим самым лютым, огненным, опасным, справедливым, молниеносным рефери Гимли! А теперь наш следующий боец — парень, который днем забивает свое тело татухами, а ночью забивает соперника в баре. Он сделал свой себе настоящие клыки, и поэтому после того, как отправить соперника в нокаут, готов просто сожрать его нахрен. Встречаем! Как-то в подростковом возрасте мне друг предложил сделать татуировку, после чего мне понравилось внимание людей, и я захотел больше и больше трогать видные места. То есть следом пошли руки, тело, шея, лицо. Даня Белый.
Моя подготовка идет полным ходом, и это моя лучшая работа, за которую я буду биться. О, ребят, прикиньте, кто написал. Кто? Это Талка Боксер. Тайсон, после моей победы я набью тебе залупу на лице. Именно с ней ты и уйдешь после поединка. Говорит, нашел твой профиль в Инстаграме, скоро придет твой судный день. Смотри, что я тебе приготовил. Какую-то хочешь набить? Да. Любительного со мной, а? Ну ты что? Блядь, я думал, тебя пожалеют, знаешь? Реально, я думал, тебя пожалеют. Я жалеть не буду, блядь. Бить буду жестко, блядь. Я болею за Данию и считаю, что этого алкаша вообще нету никаких шансов, потому что я не понимаю, кем он себя возомнил. Посмотрите на Данию, посмотрите на него. Я добрый, я очень добрый, но если меня разозлить, ой-ой-ой-ой-ой, не буди лихо, пока тихо. Поверь. По поводу подготовки могу сказать, план на бой очень простой, я его покажу в одном движении. А сейчас настало время готовиться к Epic Fighting Championship. Тайсон, тебе не жить. Даня Белый! Trouble, hustle on the double, silence on the trigger like my pick got a muzzle. Yo, chick like to guzzle, bad boy stay in trouble. I only love this paper, sorry I don't love you. Hustle on the double. Бойцы, на середину. Правила вы знаете. У вас 3 раунда по 2 минуты. Покажите эпическую битву. Разошлись. Боец готов? Боец готов? Файт! Здравствуйте, дорогие друзья. Вы смотрите один из самых потрясающих новых соревновательных этапов на российском Ютубе, и где только их не покажут. Вот более лысый парень, это Дмитрий Овсянников, Russian Тайсон, посмотрите на него, Тайсон посмотрел и скопировал с него свою татуировку. А на что татуировку? Обратите внимание на другого парня, Даня Белый. 3 раунда по 2 минуты. Даня молодой, пошел он сверху. Уважаемые друзья, только это первый поединок. Epic Fighting. Так, снизу находится Russian Тайсон, его так зовут Дмитрий Овсянников. Ну, уважаемые друзья, вы здесь заметили, наверное, по фигуре, по тем движениям, это не бойцы такие уже великие бойцы, которые закончили в UFC или в других местах участвовали. Это просто с улицы вышли. Они долго не тренировались. У них, может быть, череда тренеров, которых они сменили, таких никого нету. Что придет в голову, то и они будут делать. Поэтому, если вы будете смеяться, не смейтесь, потому что вы будете точно в такой ситуации. Вот в эту ситуацию, может быть, Хабиб поднял, перевернул, душить начал. Вот Дмитрий Овсянников снизу. Что-то ему очень тяжело. Его голову лысую прижали к сетке, и сверху Даня Белый. Он нашел там печень. Он знает, наверное, что печень находится с правой стороны. Несколько ударов туда сделал, но снизу Дмитрий Овсянников. Пугающий Russian Тайсон ничего не может делать. Даня сел сверху, он думает, на лошадь сел и все. Очень опасная ситуация, дорогие друзья. Время идет. Судья здесь. Судья сверху, да, рядом судья находится. И, видимо, судья будет довольно таки мягок по отношению к нарушениям спортивным. Особо так они не впитались в правила боевых единоборств этих ребят. Погнали! Осталось 10 секунд. 10 секунд. Дмитрий Овсянников несколько ударов наносит. Сопротивляется Даня Белый. Пока без клички, без упадок. На последней секунде можно ли считать тейкдаун?
В этом раунде Даня хотел расхерачить колено Тайсону, но в итоге чуть не отбил об него свои яйца. Белый обещал наколоть Тайсону залупу на лице, а в итоге чуть не засунул ее прямо в рот. Не просто пришлось лысой голове в этом раунде. Передаю слово нашему легендарному комментатору. Напомню, дорогие друзья, один из них с левой стороны, может быть, вам связан пока вот около этой девушки рядом, это Дмитрий Овсянников, Russian Tyson. Но меня заинтересовал Даня Белый, дорогие друзья. Хотите внимательно изучить? На его теле одной точки даже нету, где не нашел я. Прямо под коленом с обратной стороны пустое место, думаете, что туда можно было нарисовать. Одно его художественное творчество на его теле достойно парижской выставки. Боец готов? У него глаз тоже татуированный. У Дани Белого. Ох, какой бросок! Какой тейкдаун делает Дмитрий Овсянников. Даня Белый находится внизу, прицепился, чтобы ты его не бил. Его прическа уже давно потеряла свой товарный вид. Могу ударить. О! Давай в нокаут, глухой! Так. Да, у Тайсона, дорогие друзья, преимущество явно очевидно. Даня Белый хочет сдаться. Боец! Стоп. Судья не заметил первых признаков сдачи со стороны Дани Белого и выигрывает Дмитрий Овсянников. Russian Tyson, запомните его. Видимо, на этом ринге он не раз здесь будет. В этом раунде Тайсон приготовил для Белого уже свою залупу. Напихал за воротник так, что останется еще Даниным коллегам в тату-салоне. В целом выглядело, как будто бухой батя херачил сына за татухи. Дорогие друзья, и прямо сейчас вы узнаете, кто одержал победу, но это, я думаю, и так понятно. Итак, во втором раунде техническим нокаутом одержал победу Russian Tyson Овсянников! Ваши аплодисменты! Тайсон, ты молодец, красавчик. Но у меня к тебе вопрос, да? Ты боксер. Каково тебе было впервые побиться по ММА? ММА? Долбоеб. Я понимал, что где-то будет борьба. И потом я уже избрал свою тактику. Тотальная атака, тотальное уничтожение вперед, да? Да, 7 лет. Давайте поаплодируем еще раз нашему победителю, ребят. Я хочу сказать одно. Я люблю шоу-тайм. Победитель! Друзья, ну давайте пообщаемся с Данечкой. Родной братик мой, как себя чувствуешь, во-первых? Да, уже нормально. С кайфом? Уже отдышался, все, пришел в себя? Огонь. Давай, брат, газуй, тебе аплодисменты. Давайте поаплодируем Дане Белому. Красавчик. Всем спасибо. Я, так сказать, являюсь харизматичной личностью, да, то есть как бы один человек столько талантов, да, Щукинская театральная не заканчивал, но могу одевать как бы разные маски, да. Я хотел бы вызвать на следующий свой бой по боксу Корнея Тарасова, как Russian Iron White Tiger, латвийский Майк Тайсон, only, классика, раз-два, апперкот, печень, и взорвали, правый, от души. Epic Peoples, родные мои братья, друзья, сделаем видосик немножечко на паузу для того, чтобы залететь на официальную страницу инстаграма Epic Fighting, где вы будете видеть самые последние новости лиги, все новости про наших супер бойцов и все анонсы. Поэтому прямо сейчас залетайте на официальный инстаграм Epic Fightings. Подписывайтесь и двигайтесь вместе с Epic Fighting. Бра!
Девочку хочешь? Hello, boys. Привет, мальчики. Как дела? Blowjob for 40 На 30 баксов. Платишь 10, если смотришь. No. Козлы. Погоди, ты чё, русская? А тебе что надо? Ты зачем этим занимаешься? Ты что, не знаешь про Олимбет? Что это? Олимбет это генеральный спонсор Epic Fighting Championship. Народная компания Олимбет. Все спортивные события мира, высокие коэффициенты на сайте и в лучшем мобильном приложении от Олимбет. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии. Регистрируйся, активируй промокод EPIC и получай бонус 2000 рублей. 1500 рублей ты получишь при регистрации, а еще 500 рублей при первом депозите от 1000 рублей. Да, привет. Завтра я приеду. Закажи столик в Метрополе на 4. Мальчик, Скажи Боре, я ему подарок везу. мальчик, водочки нам принеси. Извините, мы не разносим напитки во время Ладно, взлета давай. и набора высоты. Мальчик, ты не понял. Водочки нам принеси. Мы на бой летим. Ну а прямо сейчас, Ребзя, то, что вы увидите, снесет вам башню к чертовой мать его бабулечке. Почему? Потому что сейчас будут бои 2 на 2. Объявим бойцов! Михаил Спирин и Блохин Олег. Бойцы, которые представляют великий город Волгоград. Что от меня ждать в Epic Fighting? Зрелище. На конференции эти парни вышли обсудить предстоящий поединок, но попали под волну жестокого трэш-тока. План на бой — не дать ни шанса. Они буквально считали часы до выхода в октагон, чтобы навсегда поставить точку в их конфликте. Мой соперник на конференции повел себя максимально недостойно. Завтра я буду проводить с ним воспитательную работу. Встречаем! Ну а сейчас встречаем наших следующих бойцов, которые будут противостоять этим двум парням. Салам Рабаданов и Супьян Джабраилов. Мы решили выступить на Epic Fighting. Не просто выступить, а зарубиться 2 на 2. Профессиональные бойцы ММА, которые приехали к нам с берегов Каспия и славного Дагестана. Вышли на Epic Fighting, чтобы хорошенько разогреться и отправить наших соперников в ад. На первом стартауте не смогли сдержать эмоции и начали разбираться с противниками еще до выхода в октагон. Так, чуть-чуть. Держи дистанцию. О, началось бы. Держи дистанцию, я тебе говорю. Не газуем, ребят. Тихо. Охрана! Надеюсь, наши соперники не будут бегать по октагону, как грязные проститутки. Выйти и зарубиться. Просто уничтожить. И сегодня они пришли сюда лишь для одной цели – ломать и крушить! Встречаем! Бойцы на середину. Правила вы знаете. У вас есть 2 раунда по 5 минут. Слушайте меня внимательно. По углам. Готовы? Бойцы готовы?
Дорогие друзья, невероятный формат, который в истории нигде еще не было. 2 на 2. 2 дагестанца против 2 волгоградцев. Один волгоградец на полу, другие здесь еще бьются. Один волгоградец закончил суп. Дорогие, пришел на помощь другому. Ребята, вот это да. 10-я секунда. 10-я секунда. Оба так нет от того. Что это за поединок? А судья где находится? Опа, молодец, одним ударом как вылетел дагестанец. Один Волгоград против 2 дагестанцев долбится. Что происходит? А судья где? Судья уже отвлекся на ту сторону. Как их остановить? Вот это формат. Вот это новый поединок. Здесь надо другие какие-то другие правила, товарищи. Так дальше нельзя. Стоп, остановились. Бой! Давай, Салам, давай, газуй его, уничтожай! Уничтожай! Давай, Супян, помогай! Бей, Супян, бей! Салам, чуть волосатый, Супян без волос и против Спирина Михаила. Молодец, дорогие друзья, молодец, это такой. Ну что он там другой делает? Он не приходит на помощь! Все, уже дагестанцы не бьют его. Дагестанцы уже его не бьют, хотя все, как быть? Салам стоит, и ему уже совесть не позволяет участвовать в битве человека, который уже лежит. Стоп. Каким-то образом очень злые вышли ребята, до такой степени злые. Их не могли даже остановить до начала поединка, друг на друга кидались. И сейчас они говорят, смотрите, что произошло, вот это да. И что ж, 10 раз интенсивнее, 100 раз интереснее поединки, новый формат. Epic Fighting поднимает новый формат. Вообще истории UFC не было, еще нигде, на Ютубе, только на улице был такой. Один остался волгоградец против 2 дагестанцев в красных трусах. У всех есть такой друг, который затаскивает тебя на тусовку, пропускает один шот и уходит баньки. Это точная копия Черной Пятницы в любом торговом центре. Как мы видим, парни строго следуют мемным традициям. Одного вырубил, а второго по приколу вырубил. Итак, друзья, я готов победить победителей. И в этом ярчайшем поединке среди 2 команд мощнейших ребят побеждает команда с красного угла. Салам Рабуданов и Супьян Джабраилов. Ваши аплодисменты. Салам, Супьян. Ребят, как самочувствие? Все шикарно. Как можете вообще оценить этот бой? Как он прошел для вас? Легко? Тяжело? Бой прошел нормально. Вот самый настоящий боец, самый настоящий воин, который стоял до конца и ни шагу назад не давал. Просто до конца. Ну, а так, в целом, какие сложности были в этом бою? Можете так вкратце рассказать, с чем столкнулись? Никаких сложностей не было. Мы в пресс-конференции говорили всем, мы выходим зарубаться. Мы ответили за свои слова. Давайте поаплодируем нашим бойцам, нашим победителям. Это была мощная и яркая битва. Спасибо! Салам был прямолинейный, дорогие друзья. Он сказал, мы вышли биться, и мы зарубились. Это да, на самом деле так было. Во-первых, всем здравствуйте, добрый уже вечер. Да, боец пришел. Поприветствуем. Это настоящий герой. Что ты скажешь? Ты сможешь говорить вообще? Олег, для меня было честью сражаться с тобой бок о бок, плечом к плечу. Ты настоящий воин. Я горжусь тобой, брат. Благодарю. Есть что сказать, да? Мы их попробовались, мы стали первооткрывателями здесь этого формата. Ну, на все воля случая, как говорится. Все, что я хотел сказать. Давайте просто бурными аплодисментами проводим наших бойцов. Да. Это был тяжелейший бой. Отдыхайте, ребята, парни. молодцы. Поправляйтесь, Отдыхайте. приходите в себя. Еще раз, Дальше отдыхайте. больше, ребят. Спасибо. Давай, Аплодируем. Запутались в соцсетях? Хотите в рекомендации? А подписка на ваш аккаунт хромает? Хватит сливать бабки. Попадите в топ. Создайте армию подписчиков. Увеличьте количество лайков под фотографиями за пару кликов.
в topmedia.ru. Безопасное продвижение вашего инстаграма. Это реальные профили, живая аудитория России и СНГ, а значит, естественная раскрутка гарантирована. Бесплатные подписчики и лайки для новых пользователей на topmedia.ru. Вот и настал час главного боя этого вечера. Боги Олимпа уселись поудобнее на облаках, чтобы лицезреть это великое сражение. Саня Бык, сенсей, спустившийся к нам с Хакасских гор, чтобы подарить человечеству великую философию пьяного мастера. Его учение стало настолько популярно, что разлетелось по всей стране. Истинное таинство его искусства проявляется с первыми лучами субботнего утра. Если зайти в его покои, то можно ощутить дыхание дракона. Встречайте! Ребята, я вам сразу скажу, сейчас вы сами все увидите. Сейчас сами, ребята, все увидите. Олег, ну канал открой, пожалуйста. Да ты вытащи, а потом опять... Вот, все. Ко мне в гости приехали московские гости. Всего им самого наилучшего. Вот видите, вот он мой быт. Вот здесь я живу. Все хорошо. Холодильник, смотрите, у меня. Там жрачки, дофигачки вообще. У меня тут все от бита до латы, короче. Мяско варится, щи, борщи. Все на должном уровне, ребята. Я вот сам, вот, кстати, вот об эту полку, вот первый, когда заехал сюда, да, я сколько раз мне вот так вот головой врезался. Ну идешь, да, бабах, бабах. Ёлы-палы. Вот здесь вот я живу. Все чеки-мони. Шкафы, мафы. Саня, это что тебе за медаль-то, а? Это первое место по литроболу, братан. Видал, какие достижения? Видал, какие достижения? Зовут меня Саня Бык. А Бык, потому что фамилия у меня Быков. Я живу в городе Черногорск. Я 72-го года выпуска. У меня очень серьезная подготовка к бою. Мой геймплан – вырубать. Мои удары, как удары молотком. Мои захваты душат сильнее питона. Утром пробежка. Потом размашка, тренировка, отбивашка и баклажка. Я тренируюсь на лапах, Олег мне держит их. И я тренируюсь на двоечке. Но вечером, с кем и не бывает, могу позволить себе и отдохнуть. Но в меру. Я еду только за победой! Я не люблю заниматься в спортзале. Люблю заниматься на природе. Отрабатывать силу удара, выносливость и дух. Саня Бык, мой хороший друг, да. Я его знаю давно. Он такой пацан неординарный. Но хоть маленько выпивает, но со смыслом. Бьет он как вот лошадь копытом вообще. У него было 2 боя, и 2 боя он выиграл. Вот дрался с Пашей Безумным, выиграл, да. А второй с Безумным Максом, тоже здесь наш черногорский пацаненок такой. Вот 2 раза он был в боях, и 2 раза выиграл.
победила дружба. А монгол пиздобол. Если разозлишь, он совсем не добренький, гиена. Фу! Саня, я за тебя. Тренируюсь до крови, чтобы пролить кровь врага. В спорте я вообще с детства. Мой любимый стиль – джиу-джитсу. Люблю смотреть UFC. Мои любимые бойцы – Джон Джонс, Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Все, кто меня знают, могут подтвердить, что мои враги не живут. Я пошел готовиться к бою. Увидимся. Великий Саня Бык! Человек с низким ростом, но огромным сердцем. Каждый раз, выходя в октагон, этот парень доказывает всему миру, что дух – это самое главное, чем может обладать настоящий мужчина. Всем привет, меня зовут Ваня, мини-халк Карлиза. Приехал в большой город, в Москву. Конечно, с большой мечтой сжать жизнь. Мое детство началось в небольшом городе Ялта. После окончания школы я поступил на ювелирное. Меня привлекало, что маленький камушек большую цену может стоить. Если ты маленький даже, можно сделать из себя что-то большое. Я считаю, чтобы стать великим человеком, надо провести огромный труд над своим телом, духом, разумом. На том свете сдадимся. За Ваню могу что сказать. Очень трудолюбивый, способный, очень сильный. Познал уличную жизнь. Мы еще посмотрели соперника Ваниного. Вот. Да, у него будет преимущество в росте, в его габаритах. Поэтому мы подготовили план, да. План подготовили, будем проверять его печень, селезенку, да, где у него большие проблемы. Какой бы рост ни был, какие руки не были бы, печень нечем будет ему беречь. Ну, у меня сейчас девушки нету и не было отношений вообще. Не, были, романтические вечера, там, уф, там, красотки. Вот поэтому я качаюсь за девчонок. Я вспомнил, что девушки говорят, типа, я красавчик. То есть, качков, вот, девушки любят здоровое тело. Вот, как-то это, вот они чувствуют, так сложилось. Весело с ними, зажигают, типа. К Ване хочу пожелать на бой. Это придерживаться нашему плану. Все спокойно, хладнокровно. Двоечка по печени, у него вариантов нет, он по-любому ляжет. У меня есть мечта, как у мужчины-хищника, стать музыкантом, петь. Душа поет. Мечты надо осуществлять. Сегодня осуществлю одну мечту. Поехали на студию. Будем петь. Ну что, ребят, я вам говорил, что у меня мечта быть артистом. Вот мы приехали на студию. Сегодня попробую воплотить свою одну мечту. Человек действительно имеет сильный дух и большое будущее. Ни для кого не секрет то, что он маленький, да, но если он приложит определенные усилия, то у него есть возможность стать большим артистом. Я желаю ему победы и буду за него болеть. Ваня, если ты выиграешь этот бой, я подарю тебе трек. Воу-воу, ха-ха, воу-воу, ха-ха. Воу-воу, ха-ха. Чем больше мы подарим всем любви, добра, тем больше нам судьба насыпет бабла. Даже если миром движет голод, цель и страх, съем все проблемы, уже беспредел. Воу-воу, воу-воу, воу-воу. Саня Бык, береги печень, пиши завещание. Иван
Халк! Встречайте! Ну а прямо сейчас к нам присоединяется наш рефери Мешлумян. Мартун, давайте под ваши бурные аплодисменты встретим его. Бойцы в середину. Спортсмены, правила знаете. Формат 2-3 раунда по 2 минуты. Активно слушаем мои команды. Пожали руки по углам. По углам. Итак, дорогие друзья, высокий это Саня Бык из города Черногорска и Мини Шварценеггер. Мини Максим Галкин. Алле Пугачевой можно в сумерках подсунуть. Это очень похож на Максима Галкина. Мини Иван Халк. Ой-ой-ой, дорогие друзья, этот человек хотел показать себе метод пьяного мастера. Пьяный мастер лежит внизу. Он впервые, наверное, трезвый вышел на ринг. Какой его взгляд, он не чувствует, я не знаю, вы видели или нет. Худой, бля, никаких мышц нет, вот одни кости торчат. Чем он собирается? У него уже есть метод пьяного мастера. Вот она! Ой-ой-ой-ой-ой, ну что это такое? Ну что это такое? Максим Галкин его практически уничтожил. Забивай. Да, ход он маленький, но, конечно, это... Итак, дорогие друзья, ой, надо остановить, стоп! Посмотри, что происходит. Пьяный мастер встает и вдруг бах! 3 удара нанес. Опять, наверное, тейкдаун. Красава! Саня Бык сейчас быковат вперед. Ну, потихоньку, да. Вот укусил его, вот по шее, вот так вот. Опять упал. Бей ногами. Мы все болеем за Саню Быка, потому что у него мышцы маленькие, хоть рост есть, мышц нет вообще. И против, наверное, мини-халка. Иван сейчас наверху. С такими мелкими руками, наверное, удары не достигают. Достигают, но такой силы не обретают они в полете. Ай, бедный Саня Бык, он превратил все, уже нету сопротивления. Нет, смотри. Он привык, наверное, чтобы его жена постоянно так бьет, не реагирует. Посмотри, как он держит удар. Вот это Саня Бык. Храбрейший человек. Метод пьяного мастера не срабатывает. Но что против этого человека предпринять? Мини-халк атакует. Время. 2 минуты закончились. Раунд. Саня Бык дотянул до раунда. Молодец, красавчик. Очень интересно стало мне. Что он сможет сделать? Как он поменяет тактику, Саня Бык? Мини-халк похож на Галкина. Будем надеяться, что Максим бережнее обращается со старшими. Даже Мурат так красиво не кидает людей. Падал Саня, конечно, жестко. Благо, с небольшой высоты. Можешь его не жалеть, он тебя жалеть не собирается. Локтем добивай, не забывай дышать при ударе, хорошо? Я не вижу Саня Бык, хакасский тигр, столько ударов нанесенных. Ты, кстати, можешь его реально задушить. Вот он лег, аккуратно, прихвати, придуши его, драться. Так, сделал оттуда улыбку. У него капа пустая, дорогие. Ни одного зуба нет. Может быть, кто-нибудь спонсор возьмете стоматологов, сделать ему хотя бы 2 передних зуба. Чтобы такая печально не было. Пьяный мастер начинает прыгать. Ага, не получилось. Тут бей его сверху кувалдой. Бык. Саня, давай, уклоняйся!
Иван уже, вау, особенно в этой улыбке Иван очень похож на Максима Галкина, я сейчас смотрю. Опять, бессмысленно. На Саню такие удары не действуют. Ваня, что-нибудь сделай другой, болевой, удушающий, что-нибудь разнообразие в этом поединке, потому что твои удары ничего не проходят для быка. Он равнодушен, к ударам равнодушен. Так, медленно раз. Ай-яй-яй, на этот раз же нос не выдержал и кровь пустил. Капу, не люблю капу, боец. И локтем! Локтем пошел! Саня, ну ты чё, блин? Жена кричит: Саня, ты чё, блин? Меня-то бил, а его чё не бьешь? Так. Души его! Сядь на него и души! Души! Уважаемые друзья, вот таких поединков вы никогда не увидите. Каждый живет боец известный, он транслирует какой-то внешние сигналы, которые он должен говорить. Здесь ничего не соблюдается. Кто как хочет, то и делает, кто как хочет, так и поступает. И вот какой угодно результат, любой вещь. Ай-яй-яй, все. Не сопротивляется Саня Бык. Жена кричит оттуда: хватит. Храпеть начал Саня Бык. Что здесь происходит? Пьяный мастер, дорогие друзья, хрипел. Судья испугался, остановил бой, а он встает, как ни в чем не бывало. Вау! Это были самые настоящие мини-халковские авиалинии! С каждым ударом о пол Сани Быка небеса содрогались. Да, бой выглядел, как будто сыну не понравился подарок бати на день рождения. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы объявим победителя. Во втором раунде удушающим приемом одерживает победу Мини-Халк! Да, Халк, конечно, выработал себе фигурочку. Вот, посмотри, как он показывает. Даня, бросай. Да, ты доведешь. Хочу пару вопросов тебе задать. Друг мой, любезный, можно я на карты сяду, брат? Как вообще тебе бой в целом? Сложно было или нет? Не, вообще я боялся, он умрет от удара. Я берег его. То есть ты хочешь сказать, что ты его жалел? Ну, это показательный бой всем алкашам, чтобы бросали пить. Слушай, ну здесь еще много людей, которые любят пригубить, как говорится. Может быть, их всех выстегнем? Вообще, занимайтесь спортом, берегите здоровье. Еще раз ваши аплодисменты нашему победителю Иван Мини-Халк! Саня, братан, Саня Бык. Как говорится, нас бьют, а мы крепчаем. Да. Чем больше бьют, тем мы крепче. Да. Да? Ой, да. Да? Да. Реванш будет? Будет. Когда? Как только, так сразу. Огонь! Кстати, Ириша, что ты хочешь сказать на этот счет? А что я говорю? Ну, сейчас Саня, говорю, маленько оправится, говорю, мы еще победим. Ну и все, желаю победы монголу. А Беркову я сегодня расхуярю. Боремся с алкоголизмом. Всем добра. Да я верю, что я самый сильный карлик в мире вообще-то. И самый красивый. Успех приходит со стажем. Главное — верить в себя. Что быть? Черт побери! Опять этот один долбанный эпик-файтинг. Одни первые полосы. Мне нужен человек-паук. Кто там? Здравствуйте, мистер Джемисон. Питер Паркер. Это опять ты, мать твою. Что ты еще принес? Надеюсь, фотографии Человека-паука? Нет, мистер Джемисон, я вам принес фотографии следующей конференции Epic Fighting. Да ты у меня уже достал со своими фотографиями. Когда выпуск? Хотя этот членистоногий уже сидит у меня поперек горла. Достань мне его фотографии, иначе я тебя уволю, Палкин. Хорошо, Джей Джона.
Мистер Джеймисон, я достал фотографии, как вы и просили. Отлично. Давай сюда. Твою мать! Балкин, неужели ты думаешь, что не вижу, что это ты? Прости, Джей Джона, я просто хотел стать известным, как Человек-паук. Стать известным? Ха-ха-ха-ха-ха. Так для этого не нужно одевать костюм Человека-паука. Просто достаточно воспользоваться в топ-медиа. В топ-медиа? А что это? Topmedia.ru – лучший сайт для безопасного продвижения вашего инстаграма и других соцсетей. Добавь активности на свой аккаунт за пару кликов. Увеличь любые показатели соцсети быстро, качественно и с гарантией. В Topmedia.ru это реальные профили, живая аудитория России и СНГ. Бесплатные подписчики и лайки каждому новому пользователю только на Topmedia.ru. Итак, дорогие друзья, пацанчики и девчульки, устраивайтесь поудобнее, потому что сейчас состоится межгалактическое состязание. Где-то далеко Дана Уайт сейчас плачет о том, что эти бойцы не у него, а Брюс Ли жалеет, что не дожил до этих лет. Сегодня, прямо здесь, в этом октагоне, состоится мега-крутейший реванш, которого мы ждали 3 года. Кирилл, руки-базуки Терешин, мастер спорта межгалактического класса по боксу, обладатель 50 миллиардов чемпионских поясов и 3 яичек. Он пришел на нашу планету, чтобы собрать все пороки человечества в своих базуках и сегодня готов пустить в ход весь их арсенал в лицо Олега Монгола. Встречайте! Всем привет! Заходите. Это мое царство разврата. Здесь вход разрешен любой девушке. Здесь мы видим инопланетяне везде, там картина, там, вот здесь на моей груди инопланетянин. Я им поклоняюсь, с ними разговариваю с инопланетным разумом. Они мне дают разные сигналы. Вот. Конкретно я вам не буду объяснять, что я делаю, так как сигнал может пропасть, и я могу исчезнуть полностью. Это мой космический объект. Он как-то упал года 4 назад на Землю. Я его подобрал и принес к себе домой. Я чувствую от него конкретную энергию, что он мне дает силы. И я знаю то, что я Монгола выебу. Каждый вторник своему идолу я подношу деньги. И самое главное – семя победителя. После сегодняшней медитативной практики я чувствую, что я становлюсь сильнее. Любое оружие требует ухода. Моя базука требует ухода. Вот так же нежно и красиво я буду ебать монгола. Я и сам красивый. Это мой самый священный уголок. Как мы видим, здесь матрас. Ему лет 8. Он очень сильно грязный, здесь пятна крови, там все. Здесь я очень много трахал цып разных. Он уже пропитался там месячными, кончой, все. Но я его выбрасывать не буду, потому что на нем много девушек перебывало, и в моей голове, как бы я это не могу забыть. Это вот тот священный кусок, где лежали разные тела. Я его поэтому никогда не выброшу. Он здесь будет стоять и гонить до последнего. Олежка, я тебе готовлю мой пирог. Даже называется по-терешински. Мои ноготочки медийные. Вот они. Чтоб кальций был. Ты с ними сильным станешь и медийным хером. Как я. Вместо орешков будут вкусные. Мои любимые бойцы Саб-Зиро, Да Винчи и Марат Башаров.
Бля, какой же я охуенный. Папа гуляет по району. Съебался отсюда. Чё, тебе мало, сучка? Вот так я всех пиздить, блядь, буду. Я не понял, какого хуя мусор в мусорке лежит. Вы думаете, я пройду мимо? Никогда в жизни. Вот что это? Нельзя взять вот так просто, да? Положить туда. Западло мне не западло. Вот так вот нахуй должно быть при мне и никак иначе. Понятно, блядь? Ну, вот так я свою дыхалку тренирую, кайфую, отдыхаю. Это мне энергию, силу дают. Я хочу выйти с инопланетянами на контакт. Сейчас я верю на данный момент и в Бога, и в инопланетян. Я знаю, что вот моя оболочка попадет к ним. Вот, и там будет другая вселенная. Мы оболочка, испытательный срок. А там уже совершенно другая жизнь будет. Я был в Красноярске проездом и хотел заехать в Абакан, чтобы обоссать монгола. Но в итоге у меня появились дела, а банку мочи я насал в банку и отправил ее по почте ему. Но не знаю, дошла ли моя посылка в его жопу, в Хакасию, вот. Но обязательно, если она даже не дойдет, я обязательно на ринге ему ее вручу. Я знаю, что в боях есть правила, там судья есть, но мне на него похуй. Если он упадет, я люблю в основном девушкам на лицо садиться, это моя фишка. Все-таки я ему сяду на лицо, и мне все равно будет на правила, прям присяду, красиво это сделаю. У монгола лицо как очко, грязное все. А моя попка намного симпатичнее. Ему будет приятно, когда я своей попкой сяду на лицо и буду тереться. Только после его рожи придется долго жопу отмывать. Мое преимущество – длина рук, сила и интеллект в моей бицухе. Бегаю каждый день в магазин за сишками, к тёлкам, чтоб их потрахать, и потом домой на кровать спать. И так каждый день кругами. Моя тренировка. Да, детка, это мой город, я здесь король. Скоро я буду мэром Балашихи, я уже баллотируюсь, и я им стану, и буду ебать всех, и нагибать, сучки мои. Буду пиздить себе бабки в карман, людям хуй. Только у меня будут все деньги, и я буду командовать. Кирилл, руки-базуки! Терешин! Ну а прямо сейчас, ребятки, мы пригласим сюда в октагон еще одного героя, главного героя этого карда, Олега Монгола. Его тренировки изнурительны, дисциплина железна. Он безжалостен к самому себе. Никто не знает его цели, но все наслаждаются красотой его пути. Народы слагают о нем легенды и нарекли его множеством имен. Драконорожденный, хакасский тигр, прародитель Раднулькиных. И сегодня на ваших глазах Олег Монгол выйдет, чтобы стать легендой Epic Fighting. Всем привет! Я хакасский тигр Олег Монгол. Давайте, проходите. У меня в гостях Саня, Танюшка моя хохотушка, это супруга моя. Он говорит, самое главное, на балкон пойдем. Вот что у меня еще есть. 100 000 на ютубе. Олег Монгол. Ха-ха.
Ну, милые гости, пойдем. Всем, кто меня еще не знает, приятно познакомиться. Меня зовут Олег Монгол. В детстве у меня была интересная школа. Потом родители рано умерли. И я попал сюда, в Черногорск, в интернат. Вот, там училище, там работа, опять же, там общага. И так вот здесь в городе я остался. Я очень жду боя на Epic Fighting. Готов разорвать любого. Не любителя бить женщин, просто... Да ты чё вообще охренел? Ты охуел, что ли, мразь? Что делаешь? Не любитель вообще. Я не люблю женщин обижать, оскорблять. А монгол пиздобол. Вот и все. У нас с Ирой не срослось, да у нас бы ничего и не срослось. Просто с ней. Она сама такая девушка, так, Надя. Ты что, охренел? Ты, блин? Ты сейчас поймаем и за душу веришь? Нет, блядь, а? У нас разные полюса. И мне нет тоже. Мы сейчас с Ирой чисто друзья и чисто так вот. Ну, не дальше, не больше. Что приходит при слове удовольствия, это алкоголь, это сразу говорю. И побольше посмеяться. Ой, молодец. Монгол, ты дебил, что ли? Ведь смех заряжает. Как-то так. Бои, там UFC, да, ну, я их не смотрю, ну, мне нравится, когда я сам участвую. Побеждать нравится. А моя слава началась просто с приветов, там друг другу пацаны отправляли, и потом уже решили зайти на Инстаграм. Ну, запустили меня в Инстаграм, пошло, и за первых 3 месяца у меня уже было 100 тысяч подписчиков. То есть я народ покорил. Мы сейчас едем на очень такое место, и рядышком прям видно его. Енисей, батюшка наш, и горы все, природа обалденная. И уклонился. Раз, ушел. Раз, два, 3. Понял? Еще раз. Олег на протяжении месяца молодец, тренируется, не пропускает тренировки. Хорошо тренируется. Для 45 лет он очень хорошо тренируется в зале. Я думаю, в бою у него большие шансы победить, так как он и в скорости, и в технике гораздо лучше его соперника. Судя по прошлому бою, я посмотрел, Олег очень сильно прибавил. Я на улице дрался, когда да не так давно, где-то месяца 1,5 назад. Потасовочка получилась, но ему, конечно, досталось. Он ушел весь кровище. Вот так вот. Так что я смогу за себя постоять. С базуками вообще еще хуже будет. Там вообще это все лопнет просто как шарик. Пау! Запомни, я так тебе говорю. Олег много тренируется, ребята. Колотит груши, шлепает по лапам там, туда-сюда, бегает, прыгает, скачет. Когда Олег поедет на бой, я поеду с ним в качестве болельщика. И если надо будет, я там тоже настучу, наколочу. Братан, я с тобой. Вот отсюда вот все и начиналось. Здесь первые мои ролики, первые мои поздравления уходили. Александр Шубин, Раднулькин, поздравляю тебя с днем рождения. Ну и будь на коне с мечом в руке. Там, где ты, там всегда победа. Олег Монгол с тобой рядом. Что, пойдем покажу, где что почем. Вот там дальше есть душевая, где мы там мылись. Здесь я проводил свои похмельные дни. Вот. Самый злак наш, вон тот. Гадюшник, да? Сам ты гадюшник. Вот здесь мы жили. Ой, холм здесь. Кстати, здесь 2 туалета на этаже. Здесь и в том конце. И как обычно, тоже работает. Вот так я жил до того, как бы появился спорт. А теперь погнали в зал. Возле дверей полиции стою, пиво пью.
Саня, блин, хорош бухать, курить бросай. Пошли тренироваться, давай. Хали-гали, сапоги, сандали. Раньше я бухал вообще беспросветно. А тут просто лег спать, и мне такое озарение. Олег, да ты же просто мощнейший боец. И меня как заклинило, будто бы заклинило вообще. Я и стал тренироваться, биться, вызывать на бой. Он очень сильный и волевой человек. Я вижу, как он готовится. Я ни за что не поверю, что он может проиграть. Короче, говорю... Руки-базуки. Руки-базуки, бей. Да ткнись ты, блядь, дай мне сказать. Если руки-базуки проиграет, монголу надо прям уработать. Я бы сама его уработала. Олегу в бою я хочу пожелать удачи. Блатной, на. Пальцы только гнет, на. Олег, го, мельчашки, боец, блин, монгол, мельчашки. Потому что монгол он никто, нахуй. Чучело ебучело. Ваши аплодисменты. Олег Монгол! Бойцам в середину. Спортсмены правила знаете. Формат боя 3 раунда по 2 минуты. У вас главный бой. Покажите красивый, честный бой. По углам. Судья. Боец готов? Боец готов? Судья. Бой! Дорогие друзья, две легендарнейшие личности Ютуба. Кирилл Руки-Базуки и Монгол. Базука, давай, мочи его, давай. Посмотрите на Руки-Базуки. Какие руки. Он очень храбрый парень. Монгол боевик натуральный, очень сильно бьет. У него мощный удар. У него одних подписчиков Инстаграм 900 тысяч подписчиков. Я же вам говорю, у обоих легендарный, у этого миллион, у Кирилла миллион подписчиков. Ни один профессор, ни один ученый в России, даже, может быть, в мире столько подписчиков не имеет. У нас настолько они легендарные. Но Кирилл чуть выше. Рубка пошла, Монгол начал бить по корпусу. Кирилл отошел, отдыхает и наступает вперед. Передней рукой, левой рукой. Дорогие друзья, Монгол, вот 45 лет, но он успел, мощная, хорошая фигура у него. Более рослый, 180 сантиметров, Кирилл Базуки, базуками начинает колотить своего соперника, но Монгол этого не чувствует. Разворачивается, Кирилл, дыханка кончилась. Что такое? Хромает, уходит. Два шага назад для дальнейшего наступления. И вперед, Монгол без конца нападает, идет вперед. Бой, кажется, не дотянет до второго раунда, падает. Это не... Что это? Что это? Снизу бьет Монгол. Кирилл, давай! Итак, дорогие друзья, Монгол, кажется, добился победы. В полную защиту ушел Кирилл. Судья внимательно смотрит, что делает. 10 секунд, все не активнее! Так, Кирилл, вставай, с такой легендарной рукой, рука с такими легендарными руками, что ты, брат? Наконец-то, слава богу. Не, Монгол руки поднимает, это конец первого раунда, Монгол, ты не радуйся особо. Сейчас будет продолжение. Монгол, ты что? Судя по накалу этого боя, парни дрались за место в Мстителях.
Заметно, что Базука вышел уставшим, потому что самые энергозатратные удары он нанес по жопе Пискун. Сегодня Кирилл убедился, что отъебать могут не только в порно. Дай воду. У монгола просто так капу даже не вытащишь, такая челюсть. Он уже есть, уже есть. Попей, попей. Уже есть. Монгол, где эти монголы, непонятно. Наступали татаро-монголы, остались татаре-монголы, исчезли. Вот один из последних монголов, может быть, ну такой жестокий, руки, улыбается. Все, давай. Второй раунд. Эпик файтинг. Второй раунд! Файт! Олег! Передней рукой работай. Олег, давай делай! Кирилл идет с опущенной головой вперед, пускает руки. Опа, размахнулся. Монгол начал впервые отступать. Монгол отступает. Колено, Кирилл колено. наступает. Колено! Пах, можно? Что? Не знаю. По яйцам. Теперь монгол развернулся. Кирилл отступает. Тут идет атаки с переменным успехом. Какой размах! Достал Кирилл его. Монгол хочет идти на удушающий. На болевой или удушающий. Олег душит сверху. Кирилл сопротивляется, руками хочет освободиться. Судья внимательно наблюдает. Второй раунд поединка Эпик Файтинг. Монгол против Руки-Базуки. Две легендарные личности. Олег Монгол в красных шортах, черных шортах. Руки-Базуки. Кирилл. Попытка. Примитивнейшая, обычная, простейшая попытка на... болевой. Уважаемые друзья, кажется, у монгола получилось. Но руку... Кирилл не сдается. Кирилл не сдается. Тяни руку, тяни. Смотри, он нажимает. Он не знает, ему еще надо чуть-чуть скрутить. Монгол, он жизнь... Ножки. Тяни. Дорогие друзья, меня и Измаилу вряд ли такой интерес вызвали, чем этот бой. Посмотрите, какой сильнейший болевой. Болевой, который не причиняет никакой боли. Таких боев вы никогда не увидите. Руку под мышку суй. Дорогие друзья, если этот эфир, передача идет на Америку, отключите, чтобы Дан Уайт не перехватил наших боевых товарищей. Побеждает Олег Монгол, кажется, Кирилл Руки-Базуки очередной раз, как обычно, сдается. Кирилл, как и все в его теле, стоял до конца. Неприятно получать по лицу рукой, от которой пахнет пиздой Александра Пискун. Еще б немного, и Базука Терешина кончила на лицо монгола. В этом эпическом бою, легендарном реванше, межгалактическом состязании побеждает боец из красного угла. Во втором раунде приемом армбар Олег Монгол! Ну чего, Кирюха? Почему проиграл? Что скажешь? Нездоровый образ жизни, отдыхаю постоянно с тёлками, трахаюсь, все. В жизнь нужно брать кайфом, а не работать на этой ебаной работе. Ну, то есть девушки, они тоже, это своеобразный вид спорта? Да, нужно в разные киски входить и по-разному кончать, чтобы организм удовлетворялся. Это цель моей миссии в этой жизни. Да, ну вот, а к вам вопрос, вы как к продюсеру, тренеру, все-таки вы ожидали другого, да? Да ничего я другого не ожидал. 4 тренировки по 12 минут за месяц, как бы... Главное участие. Уже неплохо. Уважаем Кирилла Руки-Базуки под ваши аплодисменты, друзья! Олег, ну что, дорогой мой друг, мой любезный, честно, нисколечко не сомневался в тебе, брат. 3 года мы ждали этого реванша, и вот он, главный бой. Давай пока сам от себя пару слов о том, что было сегодня здесь. Я просто видел все в мандраже Кирюхи. Он знал об этом, что я его накидаю, он об этом знал прекрасно. И все-таки я просто почуял, что он не маленько вообще сыт, как последняя собака.
И, ребята, и спасибо всем тем, кто здесь со мной и кто за меня болел. Ну, слышу. Олег, ты знаешь, на самом деле, я смотрел предыдущий бой, я тебе могу сказать, ты реально подтянул свои скиллы, это было заметно, это было видно, но самая красота была в том, как ты закончил этот бой. Против руки-базуки ты сделал прием на руки, и это было эпично. Ты готовился к этому или это получилось в моменте? Это чисто моментально, подсознательно просто вспомнил, что могу делать это, потому что у меня руки не слабые, хотел бы руку сломать. Вот, все, весь разговор. Ваши аплодисменты Олегу. Мурат, у тебя видел много раз промоушен, да? Видел, что ты где-то здесь. Выйди, пожалуйста. Мы сделаем с тобой фейс на фейс. И второй бой будет с тобой. Под ваши аплодисменты, ребят! Привет, Мурат. Салам алейкум. Как настроение? Вот Олег тебе сделал вызов, ты смело и легко вышел. Ты дашь ему ответ, да, что ты с ним подерешься? Ну так чуть подеремся, да. Давайте поаплодируем этому событию. Может быть, пару слов еще что-то есть сказать? Здоровья ему, да, крепкого, все. Давайте сделаем face-to-face тогда в таком случае. Я тебе красиво сделаю, брат. Это был первый премьерный карт Epic Fighting. Сегодня мы вместе с вами наблюдали за битвами титанов и рождением новой лиги. Вместе с вашей поддержкой мы готовы двигаться дальше к новым высотам. Подписывайтесь, ставьте лайки и давайте обратную связь в комментариях по этим крутейшим боям. Жмите на колокольчик, чтобы быть первым, кто узнает исходы всех поединков. Это Epic Fighting. Ждем вас в октагоне в следующем выпуске. До скорых встреч! Да!